Это офис Молио. А это офис Молио 8 марта 2007 года. И это первый случай в мировой истории, когда игроки разгромили штаб-квартиру игровой компании. Что такого сделало руководство студии, что вызвало у людей настолько сильный хейт? Про какой кровавый случай, связанный с Молио, писали мировые СМИ? Что произошло на игровой выставке China Joy 2011, что удивило китайских игроков и шокировало корейских разработчиков? И как из небольшой компании Молио превратилась в гиганта своей эпохи и почему в итоге исчезла? Я провел 2 недели в китайских интернетах, изучил всю доступную информацию про Молио, от комментариев игроков до официальных документов, и узнал, что история Молио началась в 2004 году в Шанхае с создания движка Mind Power, на котором была написана первая игра Piratия, точнее King of Pirate. Вдохновлялись разработчики явно корейской игрой Ragnarok, которая вышла 2 годами ранее и имела большой успех. Выпустив в 2005 свою первую игру на китайский рынок, Молио начала распространять пиратию за пределы материкового Китая. Сначала в Тайвань и Гонконг, затем в Юго-Восточную Азию, Таиланд, Филиппины, Малайзию, Сингапур, дальше в Северную Америку и Россию. Кстати, никогда не задумывались, почему в Лидыне статуи волков? Все дело в адаптивном переводе. Так, например, привычная нам Лидынь в оригинале называлась «Замок ледяного волка», а Шайтан стал Шайтаном, потому что это было созвучно с первоначальным названием города Шалан, что в переводе с китайского означает «песчаная дымка». Пиратия принесла Молио всевозможные награды и первый успех. Они даже пытались этот успех повторить, выпустив в 2007 по сути ту же самую игру, но под другим названием. Zero of the World. От Piratии новая игра отличалась переработанным контентом и большим уклоном в социальное взаимодействие между игроками. Вместо бара Аргента, где проходят драки, здесь был бар для знакомств. Вместо самого Аргента, отдаленно напоминающий его город ангелов. Персонажи могли передвигаться на автомобилях, а вместо привычных фей были такие вот помощники. Но Zero of the World не взлетела, и проект был закрыт после бета-теста. А настоящий успех для Молио принесла другая игра. В начале 2007 года Молио покупают у корейской студии EST Soft права на издание в Китае игры Cabal Online. Cabal на запуске имеет бешеный успех среди китайской аудитории и бьет рекорды. 10 миллионов зарегистрированных аккаунтов, а на пике одновременный онлайн доходил до 480 тысяч. Cabal — это игра, что вышла в 2007 году. Я тогда еще учился на первом курсе колледжа, и она была очень популярна. В нее играло все общежитие. В те годы эта игра была очень популярна, в нее играла треть всех посетителей интернет-кафе. Мы с друзьями играли в нее всю ночь. Позже игра изменилась, и мы перестали в нее играть. Молио в одночасье превратилась из маленькой студии в популярную игровую компанию. Но оглушительный успех длился недолго. С самого запуска в игре было очень много читеров, которые использовали плагины для автоматической прокачки и фарма. Игроки массово жаловались на форуме, но админы игнорировали все сообщения. Недовольство игроков постепенно росло. Помимо этого выяснилось, что Молио тайно занизили рейты на выпадение ценного лута, а еще убрали возможность получить игровым путем определенную крутую экипировку. Но зато эту крутую экипировку можно было купить в интернет-магазине за реальную валюту. Последней каплей стала ночь 5 марта 2007 года. Проснувшись утром, многие игроки обнаружили, что они не могут зайти в игру. За одну ночь Молио забанили 120 тысяч аккаунтов. Казалось бы, а что в этом плохого? Все же жаловались на читеров, вот их и забанили. А плохого в этом то, что под бан попало много честных игроков. Позиция Молио была такова, что лучше они по ошибке забанят 1000 невиновных, чем упустят одного читера. Многие игроки потеряли аккаунты, которые они прокачивали сутки напролет и в которые вкладывали огромные деньги, десятки тысяч юаней. А админы игрокам, я напомню, на форуме не отвечали. Поэтому толпа игроков собралась и пошла прямиком в штаб-квартиру Молио в Шанхае. Мы пришли сюда вчера около 7 часов вечера и ждали до 2 часов ночи, но компания не решила проблему. Сегодня мы ждем с 8 часов утра, и до сих пор никто из ответственных лиц не вышел к нам, чтобы объясниться. Простояв 2 суток у дверей Молио, игроки были уже на пределе, и в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Игроки вломились в офис, начали все крушить, разбивать технику, оставлять на стенах
стенах надписи: «Выманивание денег у игроков, недобросовестный оператор, вы обманываете игроков, верните мне деньги». После этого инцидента Молио были вынуждены хоть как-то на это отреагировать. И они предложили игрокам два способа вернуть свои аккаунты. Первый способ банальный: подать заявку на разбан и либо получить свой аккаунт сразу, но без шмота, либо со шмотом, но через месяц. А вот про второй способ писали даже зарубежные СМИ. Молио предложили забаненным игрокам искупить вину за использование плагинов кровью. В прямом смысле. Нужно было прийти в донорский центр в городе Нанкин, сдать пол-литра крови, и тогда в течение 3 дней игрок получал свой забаненный аккаунт обратно. Акцией воспользовались более сотни человек. И она оказалась очень кстати, потому что на тот момент китайские больницы испытывали трудности с привлечением доноров. Кабал проработал в Китае 5 лет, до 2012, хотя должен был закрыться раньше, в 2009. Почему? В договоре между EST Soft и Molio было прописано условие: Molio может держать китайские сервера Cabal в течение 2 лет, то есть с 2007 по 2009. В случае, если за первый год игра в Китае заработает 200 миллионов юаней, то контракт продлевается еще на 1 год. Но нужной суммы Cabal заработать не смог. По окончании лицензии корейцы прислали Molio уведомление о том, что, ребят, пора китайские сервера закрывать. И что сделали Molio? Ну не могли же они просто проигнорировать уведомления, перестать выходить на связь, забрать у корейцев доступ к китайским серверам и продолжать, как ни в чем не бывало, в наглую хостить Cabal еще 3 года. Ведь они не могли же так сделать, правда? За нарушение условий договора EST Soft подали на Molio в суд. Казалось бы, все очевидно, да? Molio нарушила условия контракта и должна понести наказание. Но нет, китайцы оправдывались тем фактом, что EST Soft не смогли предоставить для своей игры надежную защиту от плагинов, и получается, по вине корейцев Molio понесли большие финансовые потери, а потому они считают, что имеют право продолжать издавать Cabal в Китае. Но в итоге после длительных проверок Molio все-таки проиграла суд и была вынуждена выплатить корейцам 3 миллиона юаней в качестве компенсации и закрыть китайские сервера. И что, думаете, история с Cabal на этом закончилась? Как бы не так. В том же 2011 году на ежегодной китайской игровой выставке China Joy на стенде Molio были представлены 2 новые игры: Tales of Ocean Fantasy и Cabal 2. Стоп, Cabal 2? Почему корейцы, которые несколько лет судились из-за первой части Cabal, не только не прекратили все отношения с Molio, но и позволили снова хостить им свою игру, только теперь уже вторую часть? А потому что Cabal 2 разрабатывался не EST Soft, а самими Molio. Что? Вспомните про оглушительный успех Cabal на его запуске. Хоть репутация Molio и пострадала, а вместе с тем у китайских игроков снизился интерес к Cabal, это был все еще очень популярный тайтл с огромной фан-базой. Поэтому, пока Molio незаконно хостили первую часть игры, они в течение нескольких лет втайне от корейцев сами разрабатывали свою собственную игру, которую они в итоге назвали Cabal 2. Новая игра от Molio была далека от оригинала, а название Cabal 2 было выбрано лишь с целью привлечь к новой игре фан-базу первой части. Корейцы из EST Soft, когда узнали об этом, были, мягко говоря, в шоке. Что интересно, они на тот момент тоже разрабатывали Cabal 2, но пока что не хотели это публично анонсировать. А пришлось. Molio ждал новый суд, а китайский Cabal 2 не привлек к себе ожидаемого внимания игроков, и игра провалилась на стадии бета-теста. Как и вторая игра Tales of Ocean Fantasy, которая была похожа на пиратию, только с улучшенной графикой и с сухопутными сиренами. Molio после истории с Cabal просуществовала еще 2 года, а потом просто исчезла. В середине 2013-го китайские сайты игр перестали работать, а никаких официальных новостей о закрытии не было. Так что же все-таки случилось с Molio? Она просто перестала быть выгодной. Molio занималась только MMORPG и была дочерней компанией NetTogether, которая, в свою очередь, принадлежит огромному холдингу Cash. А теперь взгляните на график от Google Trends. Мировая популярность жанра MMORPG росла до 2009 года, а после начала стремительно падать, а вместе с ней падать начала и прибыль. Это подтверждают финансовые отчеты холдинга Cash. Сервера пиратии, которая до самого конца оставалась главной игрой Molio, стали закрываться один за другим. Российская пиратия, филиппинский ПКО, а в июле 2013-го очередь дошла и до китайских серверов. В начале нового десятилетия у людей во всем мире начали массово появляться смартфоны. Рынок мобильных игр набирал обороты.
А еще темп жизни начал ускоряться. У игроков было все меньше времени на игры, и они уже не могли фармить и качаться 24/7. А мы все знаем, что это основа жанра MMORPG. В итоге руководство Cash решило перестроить ветвь своего игрового бизнеса, избавиться от убыточных ПК-тайтлов и взять курс на более выгодный рынок мобильных игр. Единственные официальные сервера пиратии, которые продолжали работать еще 3 года после закрытия китайского оригинала, это американские Tales of Pirates. Они проработали аж до февраля 2016, пока компания IGG также не свернула все свои ПК-тайтлы ради мобилок. Сегодня в китайском интернете можно найти много комментариев, где люди винят Молио в жадности и в ужасном отношении к игрокам. Да, может это и так, но все-таки Молио подарила нам нашу любимую игру детства.